Здорово, ребята! Продолжаем сезонные обзоры на летние кроссовки, и сегодня у нас в гостях тренировочная модель от New Balance Fresh Foam Sport. Упакованы в такую красную коробку, внутри в упаковочную бумагу с логотипами компании. Full прайс на данную модель ранее составлял 50 британских фунтов стерлингов. В пересчете на американскую валюту это где-то $62. На распродаже данные кроссовки можно выхватить даже за $27, как это произошло в моем случае. Но не стоит забывать о доставке из-за бугра, которая может в некоторых случаях, если вы заказываете непредусмотрительно одну вещь, обойтись вам еще плюс в половину стоимости от этих кроссовок. Кроссовки выполнены в виде носка из тонкой стрейчевой ткани. Она неплохо продувается, на примере фена уже ощущается даже при слабом потоке воздуха с полуметра. И это при условии, что вы будете в слитках. На голую же ногу, если обувать, то циркуляция воздуха будет более ощутима. Но есть одно но, и конкретно про это я вам расскажу чуть позже. В области носка есть внутренний усилитель, защищающий пальцы. И так как текстиль в этих кроссовках однослойный, это усиление не спрятано между тканями, а нанесено или приклеено, точно разобрать нельзя, как раз поверх ткани. Оно очень хорошо прощупывается с внутренней стороны, если в кроссовке просунуть руку. Края этого усиления плотные и тактильно напоминают резину, которую ранее встречал на моделях от Under Armour Drift. Это и хорошо, так как будет защита пальцев от внешних факторов, и в то же время не очень. Возможно, с внутренней стороны немного будут натирать пальцы. Кстати, это один из нюансов, почему придется одевать и ходить в данной модели в носках. Средняя часть усилена плотной перфорированной синтетикой, которая является имитацией нубука и служит как раз таки для лучшего обхвата и фиксации стопы в средней части кроссовок. Поверх с двух сторон пришит логотип компании. Он тоже из кожзама. И да, все это сделано не только в угоду удешевления данной модели, что отчасти правда, но и для облегчения кроссовок, так как синтетические материалы на порядок легче, чем, к примеру, та же кожа. Шнурки плоские и, как ни странно, толстые. Что-то подобное можно встретить на худи, но никак не ожидаешь увидеть на супер легких кроссовках. Зачем такие шнурки этой модели, я не знаю, но смотрятся они прикольно. Если же взвесить, то один шнурок весит целых 6 грамм, в то время как обычные плоские всего лишь 3 грамма. Это, конечно, не критично и придираться к этому особого смысла нет, но тем не менее, когда ты делаешь супер легкое изделие, мне кажется, все элементы должны быть на том же уровне и соответствовать данным критериям, в нашем случае показателям веса. Как и говорил ранее, кроссовки не имеют привычного нам язычка. Он, как можете видеть, пристрочен к основе ткани верхней части кроссовка. Строчка двойная, по ширине где-то сантиметр. По бокам она прикрыта этими вставками средней части, а по центру шнурками. То есть визуально выглядят как полностью бесшовные. И тут мы переходим ко второму из нюансов, почему придется носить кроссовки только в носках. Этот шов снаружи точно так же выглядит и внутри. Он ничем не прикрыт. И чтобы вы понимали, если водить по нему животком пальца, создается ощущение, как будто это наждачная бумага. Или точнее сказать, пемза от натоптышей. То есть понимаете, насколько этот шов толстый и имеет твердые острые края. А так как на подъеме ноги кожа нежнее, чем пальцы на руках, то мозоли и потертости, если ходить в них босиком, вам с 90% вероятностью не избежать. Может, конечно, шов такой твердый, пока они новые, а в процессе эксплуатации нить притрется и ткань строчек шва станет более мягкой. Но все же готовьтесь к тому, что все-таки придется обувать эти кроссовки с носками. В принципе, большая часть людей не носит кроссовки на голую ногу. Так что этот недостаток для них можно вообще исключить и не обращать на это особого внимания. Область пятки, как и область носка, выполнена из текстиля. Пластикового стабилизатора пятки здесь нет. И как может показаться на первый взгляд, эта область очень жиденькая. Видите, как легко и практически без усилий прогибается эта часть. Но есть одно но. Если отпустить палец, она моментально возвращается в свое исходное положение. Картон точно не способен на такой возврат. Прощупывая эту поверхность в попытке разобраться, я прихожу к выводу, что это такое же усиление из тонкой резины, как и в области носка, только спрятанное между слоями ткани. Причем со стороны пятки оно состоит из двух частей, нижней и верхней. Тут даже видно, как прогибается ткань между этими слоями.
Этого будет вполне достаточно для сохранения формы в этой части кроссовок. Ну плюс какая-никакая благодаря этому усилению стабилизация пятки все же здесь присутствует. С внутренней же стороны кроссовки обшиты приятным гладким нейлоном. И в области ахилла для лучшей фиксации пятки имеют небольшой наплыв из поролона. Размер данной модели это американский 7, британский 6,5, европейский 40 и по стельке 25 см. Изготовлены во Вьетнаме. Стелька вынимается, имеет боковую поддержку и поддержку пятки. С обратной стороны для лучшей гибкости в области стопы имеются вспомогательные канавки, а в области пятки для лучшей амортизации дополнительные наплывы пены, из которой в частности изготовлена сама стелька. По толщине стелька 4 мм, в ширину 9 см, по длине 26 см. Но если брать крайнюю точку соприкосновения пятки, то это 25,5 см. Эта длина соответствует европейским размерам 40-40,5. Я даже на свой 41,5 умудрился обуть, потому что, как говорил ранее, кроссовки очень эластичны. Но это только для примера. Вам же не советую так делать, берите только свой размер. И для комфорта лучше с запасом в полразмера. Промежуточная подошва выполнена из суперлегкой пены Fresh Foam. Я уже говорил в предыдущих обзорах, где встречалась эта пена, что она мягкая, резкая и легкая. Дополнительных стабилизирующих вставок и систем кроссовки не имеют. Вес данной модели, как можете видеть на следующих кадрах, составляет всего 219 грамм. Протектор подошвы покрывает всю площадь стопы и пятки. Выглядит по форме как множество шестиугольников разной величины. Причем в области соединения плюсневой кости имеет своеобразные углубления. Я не сразу обратил внимание, но все же увидел, что промежуточная подошва идет внахлёст с протектором. Он не такой и тонкий, как могло бы показаться на первый взгляд. И если со стороны боковой части стопы чуть отодвинуть пену, то прекрасно видно, что внутрь она уходит где-то наполовину от той толщины, что мы видим изначально. Так что протектор здесь приблизительно по толщине до 4 мм. Быстро не износится, это точно. На плитке ведет себя очень прилично. Цепко держится за поверхность и сместить ногу, как можете видеть, очень тяжело. На мокрой же поверхности предсказуемо, сцепление с покрытием практически отсутствует. Оно и не странно, так как модель по большей части рассчитана либо на помещение, либо сухую погоду, если эксплуатировать в условиях улицы. Поэтому летняя недождливая погода – это именно тот сценарий, в котором вы можете смело обувать данные кроссовки и заниматься своими делами, будь то прогулка или более серьезная физическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. На ногах, хоть и для меня, как говорил ранее, это маленький размер, но все же смотрятся отлично. Очень легкие, как чешки. Нога даже в этом размере не заваливается, но это при условии нейтральной постановки стопы, а так лучше мерять. По мягкости тоже хорошо, они не валкие, пена резкая. Как и при продавливании ее пальцами чувствуется быстрый возврат. Конечно, супер мягкости от них не ждите. Промежуточная подошва не сильно высокая, поэтому такого эффекта здесь получить в принципе нереально. Но они вполне себе ничего, даже как для повседневной ходьбы. Ноги уставать не должны. New Balance знает толк в изготовлении спортивной обуви. По дизайну вроде простые, но в то же время имеют вид вполне интересного минималистичного изделия, которое не стыдно обуть как на пробежку, так и потусить с друзьями. Они не жаркие. То есть это реально летняя обувь. По температуре до плюс 30 можно будет рассекать воздух в вашей округе на улице. Свыше не знаю, не проверял. Но я всегда упоминаю, что, например, мне в любых кроссовках свыше плюс 30 уже не особо комфортно. И чтобы не парилась нога, лучше переходить на открытую обувь. Да, чуть не забыл проверить кроссовки на скручивание. Ну что сказать, торсионная жесткость присутствует, но она не то чтобы сильно выдающаяся, где-то по 10-бальной шкале на 5. Так что бегая по ямкам и камням, если конечно они будут встречаться у вас на пути, будьте предельно внимательны, чтобы не подвернуть ногу. В целом же это стоящая модель, она полностью оправдывает свой ценник. И я могу с уверенностью рекомендовать вам кроссовки New Balance Fresh Foam Sport как неплохой вариант на лето, либо для занятий спортом в закрытых помещениях. Ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться этим роликом со своими друзьями. Это точно поможет в дальнейшем развитии канала и способствует более частому выходу новых роликов на канале Беглый обзор. Всем здоровья и до новых встреч. Всем пока.